Проливным дождем мы подъезжаем к Хеврону, городу патриархов. Сегодня Хеврон – большой арабский город, в котором живет всего 1000 евреев. Но так было не всегда. С этого холма начинается история Хеврона. 4000 лет назад сюда пришел из Междуречия праотец Авраам. Сюда, в Хеврон или Кирьят-Арбу, он возвращался из Египта и после победы над 4 царями Междуречия. Вот. Здесь мы видим остатки 2 стен и ступеней между ними. Теперь стена, которая находится от нас слева, она более древняя, хотя она лучше сохранилась. По мнению археологов, исходящих из датирования, в основном с помощью керамики, этой стене 4500 лет, это ранний бронзовый век, он же ранний ханаанский период. То есть стена уже стояла лет 800, когда праотец Авраам пришел в Хеврон. Как мы знаем, в древнем Ханаане сделки, общественные собрания, все, что требовалось публике, там, очевидно, и находились городские ворота. Возможно, на этой дороге у городских ворот Авраам заключил с жителями города описанную в Торе сделку о покупке пещеры Махпела и поля, на котором она находилась. Здесь Авраам похоронил Сару и был похоронен сам. Здесь похоронены Ицхак, Яаков и праматери Ривка и Лея. Хеврон был первой столицей царя Давида. Отсюда он правил 7 лет, пока не завоевал Иерусалим. Даже после разрушения Иерусалима римлянами еврейское присутствие в районе Хевронского Нагорья сохранялось до X века нашей эры, а в XVI веке еврейская община Хеврона возрождается. В 1540 году в Хеврон приезжает один очень важный человек, которого зовут Раби Малкиэль Ашкенази. И он собрал всех евреев Хеврона, плюс приехавших евреев, которые были изгнаны из Испании и Португалии. С этого самого момента в Хевроне возникает сильная постоянная община, и Хеврон становится одним из 4 святых городов – Цфат, Тверия, Иерусалим и Хеврон. А в 20 веке, в 1929 году, в Хевроне разразился погром. Община была уничтожена, как вы видели там по фотографиям. И там мы видим людей с отрубленными руками, проломанными головами, отрубленными пальцами. И действительно погромщики ходят из дома в дом, убивают, насилуют женщин и грабят. Последние евреи покинули Хеврон в 1936 году, а вернулись только после 6-дневной войны 1967 года. В самом городе живет меньше 1000 евреев, укрепившихся здесь вопреки желанию властей. Еще 7000 в поселке Кирьят-Арба, выросшем рядом с Хевроном. Еврейское возвращение в Хеврон, оно шло несколькими этапами. Первое, это, конечно, был знаменитый пасхальный седер в 1968 году, когда группа энтузиастов во главе с раввином Моше Лебингером приехала в Хеврон, сняла комнаты в арабской гостинице, арендовала и кухню, кашировала ее, и там и осталась. В 1979 году, в конце апреля, группа женщин и детей занимает пустующую еврейскую больницу Хесед для Авраама, милосердие Авраама, она же Бейт Адасса. Ну, в общем, с этого момента начинается еврейское поселение в Хевроне, в котором имеется теперь 4 квартала. Мы, так сказать, с женой, уже с первым сыном, въехали сюда в 1984 году. Вот мы уже находимся в этом доме более 27 лет. Ситуация в Хевроне осложнилась еще больше с началом так называемого мирного процесса.
когда большая часть города была отдана в распоряжение арабской администрации. Когда грянул мир и вокруг стали стрелять, торговая улица опустела, просто по законам экономики. Там, где опасно, там не живут и не торгуют.